Друзья, всем здорово! Сегодня мы полетаем на легендарной BMW E39 530D. Это уникальная машина, вот конкретно эта машина уникальная. Во-первых, своим состоянием, во-вторых, нереальной комплектацией. Как вишенка на торте, также она тюнингованная. Можно даже сказать, что у нее по мотору Stage 3. Также расскажу вам, сколько стоило владельцу довести ее до такого состояния и сколько стоит ее сейчас содержать. Эти машины выпускались с 95 по 2003 год, конкретно этот экземпляр 2000-го. И сейчас в Украине они стоят на вторичке непонятно вообще сколько, потому что рынок очень сильно разбегается. А проблема в том, что найти живые машины практически нереально, поэтому даже не вижу смысла акцентировать внимание на цене. Тем более в любом случае в нее придется вкидывать деньги. По крайней мере, если брать машину на авторе. Ну, или там на любой другой какой-то площадке, потому что все классные тачки в основном продаются, ну, типа в каких-то комьюнити друг другу перекидываются, потому что, ну, а зачем кому-то левому продавать машину, в которую ты вложил кучу сил. И я предлагаю перейти к ее внешнему виду, и мне кажется, что сейчас самый лучший вариант не замолчать и просто показать ее поближе. Ну, очень красивая машина. И, как по мне, она точно достойна лайка. Возможно, даже подписки. А лучше возьми сейчас, зайди в комментарии и напиши, что ты думаешь по поводу состояния внешнего вида этой тачки. И скажи пару ласковых владельцу, потому что она далеко не так выглядела, когда он ее только купил. Очень мне нравится этот кузов. Я думаю, как и многим людям, плюс-минус моего возраста и старше, потому что, в принципе, мы на этих машинах росли. Ну, а теперь мы переходим к действительно интересным вещам. Поговорим про мотор. Тут, опять же, есть о чем поговорить по многим причинам. Понимаю. Ой, это было тяжело. Какой здоровенный капот. Это легенда М57. Не путать с Н, потому что Н это дерьмо, Николай это дерьмо, а Михаил... Ну, их так называют, типа Михаил 57 и Николай 57. Так вот, Н дерьмо, а это, величие, надежность. 3-литровый дизель с турбиной, в стоке там в районе 194 сил, много разных версий, разных форсировок. Миллионник, просто нечего сказать. Они ходят очень долго, они очень надежные, они, в принципе, неприхотливые. Ну, любые синонимы, которые идут со словом надежность, можно говорить про этот двигатель. 500 000 выходят, 1 000 000 даже выходят. Вот только представь, если сейчас в норме для машины, когда цепь выхаживает, 200, это уже неплохо. Вообще считается, что здесь цепь на весь срок службы мотора. Но рекомендуют ее поменять там типа 400-500 тысяч. Ну так, предлагают, скажем так, а не рекомендуют. Я даже не знаю, о каких проблемах этого мотора можно рассказать. Конечно, они есть, но в нынешних реалиях это уже такая мелочь. В принципе, две вещи, на которые стоит обратить внимание, это вихревые заслонки, которые обламываются и могут полететь во впуск, а также проблемы с экологией, проблемы с ЕГР. Все, то есть, это на самом деле мелочь. Все ходит круто, форсунки, тут система топливная установлена Common Rail. Форсунки ходят там в среднем по 100 тысяч без проблем, ТНВД ходит долго. Турбины ходят долго, по 300-400 тысяч. Да, еще бывает такая проблема, на этой машине, кстати, она тоже была, трескается выпускной коллектор. И, как я уже говорил, машина тюнингованная. Здесь установлена турбина 2260 от версии мотора, который ставился на BMW X5, и, по-моему, такие еще версии на 46-е ставились, на троечке. Но не простая, а гибридная. Также все это настроено, также удалена экология. Получилось в районе 260 сил и нереальные 620 ньютонов крутящего момента. И еще важный момент, что это подтвержденные силы. Это мощность, снятая с диностенда. Поэтому это уважаемо. Пару историй расскажу по поводу надежности во время построения этого мотора. Когда владелец только поставил сюда турбину и настроился, поехали мы с ним гоняться. Видим Тесла, давай-ка мы ее обгоним, дадим ей немножечко подышать дизельком. Все, мы ее обгоняем, и тут машина перестает ехать. Товарищ говорит, мотору. Я думаю, до чего? Ну, может, там, не знаю, какой-то лаг, чего. Он говорит, посмотри назад. А сзади была просто дымовая завеса. Вся улица, вся эта Тесла была вообще полностью в дыму. Все, мы остановились, откидываем капот, смотрим. В патрубке, который идет от турбины до кулька,
Вот такая вот дырка. Подумали, ну, наверное, так мы надули, ну, точнее, мы так ее надули, что лопнул патрубок. Все, на эвакуатор машину увезли. Оказалось, просто разлетелась крыльчатка и пробила, в свою очередь, патрубок. Ну, ничего страшного, все подкинули заново, все работает. Первая турбина была реставрирована, вторая была поставлена уже китайская. Точно такая же, но китайская, уже новая. Все. Через время владелец звонит, говорит, та же ситуация, забирай меня с СТО. Приезжаем на СТО, и он говорит, какой-то стук еще появился. Послушай. Пытается завести машину, мотор не крутится. Подумали, клин. Все, настроения никакого нет, все расстроились. Через время позвонили СТОшники и говорят, да просто так много масла пошло во впуск, что нельзя было провернуть мотор. Откачали масло, кинули уже гибридную турбину, кстати, нашего отечественного украинского производства. Турбодок, по-моему, контора называется. Ну и все. С этого момента уже прошло, наверное, около года. Все ездит, все работает. Вроде бы никаких проблем, слава богу, нет. Причем, кстати, как оказалось, скорее всего, вторая турбина разлетелась просто потому, что там то ли не довключили, то ли вообще не включили датчик наддува. То есть она себя не защищала. Таким образом турбина и ушла. То есть это могло бы быть все намного, по сути, дешевле. Ну, вот как бы так получилось. Ну, ничего страшного, бывает. Зато это было очень весело. Небольшой совет для людей, которые будут заниматься таким же баловством. Лучше брать машину на механике, потому что автомат такие мощности не выдерживает. Уже на машине рассыпался гидротрансформатор один раз, с механикой будет все попроще. Еще, кстати, очень круто, вот тоже про прочность двигателя. Те силы, которые здесь сейчас сняты, это вообще не потолок. Есть много проектов на 300, на 350, на 400, и даже у нас в Киеве есть уже 60-ка, там, причем алюминиевый мотор на 520 дизельных сил и около 1000 момента. И самое главное, что все это на стоковых комплектующих, то есть мотор лезть вообще не надо. Он просто должен быть в хорошем состоянии, его нужно протюнинговать и настроить. Вот и все. По всему видео может создаться такое впечатление, что это идеальная машина, у нее нет проблем и косяков. Самая большая ее проблема — это, в принципе, возраст и то, что это пятерка BMW. Она по стоимости обслуживания такая же, как и новая пятерка BMW. Я в жизни не вспомню, сколько денег в нее вложено, что с ней там еще осталось делать и что с ней было сделано. Поэтому давай, Николай, подходи ко мне. Владелец об этом расскажет все немножечко лучше. Мы не виделись. За сколько ты ее купил для начала и когда? Куплена была вместе с тобой за 7. Поиск был долгим и нудным. Да, ходопол. Это была самая классная пятерка, которую можно было найти по Киеву. И то она была очень зачуханная внешне, но тем не менее самая шикарная комплектация у нее из всех трешки дизелей, которые можно было найти, наверное, в принципе в этом мире. Вот в ней это присутствует. Сколько вложил? Это больно. Это очень больно назвать эти цифры, но встала она, ну, почти где-то в 20. Стоп. Во время монтажа я понял, что эта часть получается очень долгой. Поэтому она выйдет отдельным видео на канал сразу после этого. Ссылка на него будет в описании, а также всплывающая подсказка сверху, которая должна появиться примерно сейчас, приведет тебя на это видео. Поверь, там есть на что посмотреть. А мы продолжаем. А теперь я расскажу о том, что больше всего удивляет меня в этой машине, что больше всего мне нравится. Кстати, даже это меня немножко расстраивает, но обо всем по порядку. Это салон. Здесь очень много места, он комфортный, классные, удобные сиденья, но самое здесь крутое — это комплектация. Она просто нереальная, особенно если учитывать, что это 2000 год. Но, как я уже говорил, машина с 95-го производилась. То есть это все было доступно людям в 95-м году. Начнем с козырей. Сиденья. Они с электрорегулировками, как пассажирская, так и как водительская, так и пассажирская. Огромное количество регулировок. Это так называемые сиденья с ломающейся спинкой. Мне кажется, это одни из самых удобных сидений вообще, на которых я ездил, потому что из-за этой самой ломающейся спинки их можно настроить под себя просто до мелочей. Еще из козырей. В них есть массаж, и он работает. Наперед забегу, практически все в этой машине работает, что, кстати, удивительно, ведь все говорят о том, что BMW ломается, ну, видимо, раньше BMW не ломалась. Так вот, массаж. Он не очень интенсивный, он больше сделан для того, чтобы немножечко как бы разогнать кровь в ногах, то есть только, вот массаж только внизу есть, сзади его нет. Ну, в принципе, то, что он здесь есть и то, что он работает, это уже уникально. Следующая уникальная вещь, вот здесь сзади есть охладитель, то есть это не полноценный холодильник, это больше, ну, вот, в принципе, по названию охладитель, я думаю, понятно, для чего он сделан, именно охлаждать напитки. Хотя холодильник тоже для этого создан. Она работает от кондиционера и, в свою очередь, от печки. То есть сюда ставится напиток. Первоначальная его идея — это чтобы больше поддерживать температуру напитка.
То есть, опять же, если включить тепло, напиток будет греться, если включить холод, напиток будет охлаждаться. Идем дальше. Есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники с доводчиками всех стекол, руль с подогревом и с электрорегулировкой. Я не помню, сказал я это или нет. Сиденье мало того, что с электрорегулировкой, так еще и вот это вот сиденье с памятью. Также есть люк, парктроники. Из того, что уже по сути не важно, но в те времена это было очень круто, CD-чейнджер там на несколько дисков. То есть, кто не знает, раньше люди слушали музыку не с телефона и не с флешки. Раньше их слушали с дисков или вообще с кассет. И чтобы ты постоянно не менял эти самые диски, то есть ты сразу их несколько в этот самый CD-чейнджер складываешь, и потом можешь переключаться, не выходя из машины, то есть не переставляя диск. Тогда это было, ну, прям очень круто. Также имеется мультимедиа с экраном, на секундочку, встроенным TV-тюнером. Здесь также есть навигация. Плюс мы сюда подкидываем такую вещь, как адаптивные фары, ксеноновые адаптивные фары. Очень неплохо светят, особенно на этой машине. Они уже перебранные, пересыпанные. Очень большая редкость именно для седанов. Здесь есть пневма сзади. Именно, я же говорю, для седанов это большая редкость. Вагоны она ставилась, ну, практически постоянно, а седан с пневмой найти очень тяжело. Ну, точнее, ладно, буду честен, он когда-то был с пневмой, а потом владельцу надоело, что-то надоело, и теперь вместо валонов здесь сюда подкинутые обычные стойки. Но все остальное, компрессор, все заводское, все осталось. Также, кстати, тоже нереально крутая тема. Здесь есть Webasto с завода. И она тоже работает, по-моему. Но также из плюшек это зеркала с электрорегулировкой. Также на этих зеркалах мог быть подогрев, автозатемнение и автоматическое складывание. По-моему, практически все, кроме подогрева, здесь есть. И ничего из этого не работает. Ну, бывает. Что еще, блин, есть по комплектации, что я мог забыть? Реально очень здесь много всего. Сзади есть шторка. По-моему, вот, кстати, это шторка. А ну-ка. Ёлки-палки. А еще здесь установлен круиз-контроль, датчик дождя и омыватели фар. Правда, омыватели сняли, когда меняли бампер. Так, перемещусь пока немножечко назад. Заодно расскажу немножко про задний ряд и расскажу про то, чего в этой машине нет. То есть, грубо говоря, о самой-самой полной комплектации, при том, что, опять же, по сути, здесь нет буквально двух мелочей. Нету именно боковых шторок, которые вытаскиваются, а также нету двойного стеклопакета, хотя я потом вставлю на монтаже. Посмотрите на толщину этого стекла. То есть и так в машине очень хорошая шумоизоляция даже с этими стеклами. Вот в сравнении, допустим, с стеклами моего Гольфа. То есть они прям такие толстезные. Ну и по сути все получается. А так это практически самая полная комплектация вообще, которая может быть. То есть хозяину найти такую машину прям очень сильно повезло. И опять же практически все работает. Даже вещи, которых я думал не работают, оказались, что работают. И буквально пару слов по поводу заднего ряда. Это тот самый случай, редкий, когда нет смысла в машине бороться за то, чтобы сидеть спереди. Ну, знаете, вот этот прикол, когда с друзьями куда-то едете и начинается ссора, кто будет сидеть возле водителя, вообще не актуально, потому что сзади много места, комфортные большие сиденья, вот так вот вытаскиваешь подлокотничек и, ну и в принципе все. В таком режиме, я думаю, можно проехать очень-очень много километров и даже не устать. И да, из-за холодильника здесь получается сзади, по сути, только два места. Ну и, конечно же, фишка многих BMW тех лет. Сейчас это, конечно, выглядит капец как уникально. Это телефон, который, между прочим, работает. В него можно вставить сейчас обычную симку и говорить как бы из машины. 99,9 обзорщиков, конечно же, сейчас бы вставили какой-нибудь бандитский разговор, типа. Но мы, конечно же, до их уровня опускаться не будем. Алло, значит, бери лопаты, пару веревок, мешки и будем делать то, что я говорил, да. Давай. И вот то, что я говорил в самом начале, отчасти у меня вызывает восторг эта комплектация, этот салон, но с другой стороны мне становится немножко грустно, потому что, глядя на то, что было в 90-х доступно, создается впечатление, что по сути ничего не поменялось в современных машинах. Создается такое впечатление, что пик развития автомобилестроения был как раз-таки в 90-х, 2000-х. То есть все, что нужно для комфорта, здесь есть, а большая часть вещей, которые были присущи только премиальным машинам, они так и остались присущи только премиальным машинам. А присущи можно так сказать? Да, конечно. Отлично.
опять же, я сейчас не говорю даже про тот же массаж. Понятное дело, что в бюджетных машинах массажа не будет. Но та же шумоизоляция, там, те же двухзонные климат-контроли. Я молчу о том, что в некоторых современных машинах сзади еще остались весла. То есть вообще это все на самом деле очень грустно. А теперь наконец-то мы будем замерять динамику. Я думаю, начнем с того, чтобы замерить 0-100, 100-200. Не будем, мне страшно. Все-таки как бы и машина не моя, и... Короче, страшно мне просто, вот и все. Трогаюсь я с одной педали, чтобы коробку поберечь. Все-таки я уже рассказывал, один раз она разлетелась, да, и не хотелось бы, чтобы это случилось у меня на съемках. Так вот, вроде вот так. Трогаюсь я с одной педали. Погода, в принципе, сейчас хорошая, 13 градусов тепла на улице. Спорт-режим. Можно было, конечно, и в мануалке поехать. Ну, я так хорошо эту машину еще не чувствую, чтобы переключаться самому. Ну и все, просто газ-пол с одной педали. Ух ты, блин! Прикольно. Соточка. Очень интересное ощущение в плане того, что до 2000 там, или до 2500 даже практически ничего не происходит, а потом очень резко раздувается турбина, и весь этот крутящий момент, все 620 ньютонов обрушиваются просто вот так вот, мгновенно как будто бы. Классно. Очень интересные, необычные ощущения. Особенно весело то, что сзади все в дыму. Вот. Конечно, вроде бы условия неплохие и более-менее зацепистая резина, но все равно вся практически первая передача, когда уже машина раздулась, была в буксе. То есть в любом случае улучшить можно этот результат. Улучшить результат, я имею в виду, разгона. Владелец мне потом сказал, что его 39-ка лучше едет в драйве, чем в спорте. А самый правильный вариант — это трогаться в ручном режиме со второй передачей и переключаться, не докручиваясь до красной зоны. И мне все-таки кажется, что на механике она бы ехала лучше, потому что все-таки на механике были бы более правильные и более быстрые даже переключения. Это все-таки в современном мире автоматические коробки намного быстрее и лучше, чем механики, а в те времена, наоборот, хороший пилот мог переключать передачи намного быстрее, чем автоматическая коробка. Но все-таки самая сильная сторона 39-ки — это, конечно, в первую очередь комфорт. Здоровенная длинная машина, большие колеса, мягкая, очень мягкая, комфортная подвеска. Все это дает ощущение, как будто ты не едешь, а плывешь. Ямки, неровности все практически не ощущаются. Ну, я имею в виду в пределах разумного, понятно, с такими дорогами. Там можно и кратер какой-нибудь поймать. Я имею в виду такие базовые неровности, какие-то стыки на дорогах, там небольшие ямы. Просто ты их не чувствуешь. Ну и плюс еще мягкие комфортные сиденья тоже способствуют тому, чтобы на тебя эти все удары не передавались. Классно, очень комфортно. Я уже действительно отвык от... даже не то, чтобы отвык. Я такого особо нигде не встречал, потому что если брать машины D-класса, то есть средний ценовой сегмент, этого и близко нет. То есть практически на всех таких машинах какие-то непонятно зачем сделаны жесткие подвески. Тут все сделано максимально правильно и логично. Сейчас пятерки, они сделаны более такие универсальные, с каким-то еще упором на спорт. Тогда вот они делались с упором как раз-таки на комфортную езду. Особенно вот я просто представляю, какой же, наверное, кайф ездить на этой машине на дальняк по трассе. То есть ты взял там, не знаю, 140 км в час, включил круиз и погнал. Плюс еще расход низкий по трассе. Но опять же относительно, то есть современные дизеля поменьше хавают, но в районе там 8-9 литров по трассе, как по мне, это будет хороший результат. И это я говорю, если ехать 150-160 км в час. Что на этой машине будет легко. Но все-таки раньше ж машины, как говорится, делали инженеры, да, и несмотря на то, что машина очень комфортная и прям вот максимально под это заточена, все равно у нее сохранилась нормальная управляемость, она очень устойчивая на дороге. То есть это, конечно, не спортивная рулежка, это ни в коем случае, понятное дело, не тройки, не как современные бэхи, пятерки, не. Но она действительно стабильная, и чувствуешь ты себя безопасно. Можно, если нужно там в какой-то ситуации что-то объехать, зайти в какой-нибудь поворот на нормальной скорости. Все это она может. Ну, конечно же, там
пределах разумного, ни о каких шашечках речи не идет. Хотя люди, опять же, люди ездят, блин, все. Вот для меня, мне кажется, что все всегда упирается в возможности водителя, потому что люди шашкуют и на ланосах, да, и у многих неплохо даже получается. Как я говорил в начале видео, также я хотел рассказать о том, насколько эта машина подходит для повседневного использования и рассказать, в принципе, сколько обходится сейчас ее содержание в Киеве в нынешних реалиях с нынешними ценами. По сути, на повседневном машина подходит. Она большая, комфортная, на тюнингованном моторе она бодро едет. По сути, никаких претензий нет. Также есть у нее очень один большой приятный плюс. Это то, что люди ее замечают, людям она нравится. Даже во время съемок подъехал парень на чем он там подъехал, в принципе, неважно, на скутере он подъехал, начал ее снимать, я даже вставлю эти кадры. Вот я же говорил, людям эти машины нравятся. Спасибо, это не моя. Друга взял покататься. Потом подошел ко мне и начал про нее расспрашивать. Очень много комплиментов я услышал в свой адрес. Вот. Хоть машина не моя, но было очень приятно. И владелец рассказывал, что это достаточно частое явление, когда люди подходят, узнают. И я неоднократно присутствовал в таких ситуациях. То есть, в принципе, за эти деньги вы становитесь в некой степени популярным в автомобильном мире. Но важный момент. Только среди автолюбителей, потому что это не современная попсовая тачка, дорогая, типа, которую любят просто за то, что она современная, попсовая и дорогая. Это уже такое, в сторону классики. Конечно же, есть несколько минусов, которые на самом деле очень сильно омрачают владение этой машиной, и они, даже я бы сказал, что они немножко перечеркивают все то хорошее, что я говорил до этого. Это, в принципе, возраст и класс автомобиля. То есть в любом случае это премиальная машина, и ее содержание обходится дорого. И у нее уже большой пробег, ей много лет, очень много всего сломается конкретно на тебе, и тебе придется с этим что-то делать. А самое дорогое будет довести 39-ку до ума. Потом ее содержать будет в принципе стоить адекватных денег. Допустим, за этот год хозяин потратил примерно $1000 на обслуживание. Там уже судите сами, дорого это или нет. А еще в больших городах найти мастеров, которые этими машинами занимаются, тяжело. Как-то это странно, они вроде бы были и массовые, но тем не менее, все равно люди как-то не особо уже умеют с ними обращаться. Даже такой вот маленький момент, просто машину почитать. Вот владелец, кстати, возит с собой, так, чисто немножко о боли. Он возит с собой сканер, вот такой вот, потому что его нигде нет. Даже в крупных BMW-сервисах ты приезжаешь, здрасте, пацаны, давайте почитаем тачку. Нет, мы не можем, там... Последний раз наш сканер, мы его отдали кому-то, его кто-то потерял. В общем, такие моменты не очень приятные, поэтому я думаю, большинство людей просто не готово к этому. Также большой минус в том, что найти сейчас живые машины в хорошем состоянии и в хороших комплектациях тоже очень тяжело. То есть постоянно будет компромисс. Живой кузов, но мертвый мотор, нормальный мотор, там проблемы с кузовом и так далее, либо дерьмовая комплектация без ничего. А найти, чтобы было все, опять же, тяжело, это уже... Такие машины, они расходятся уже по рукам в определенных комьюнити, как я до этого, по-моему, уже рассказывал. Поэтому мне больше всего приходит на ум фраза из одного легендарного фильма «Не нужна тебе такая машина, брат». Пишите свое мнение по поводу 39-ок в целом и в частности по поводу этой машины. Опять же, как я до этого говорил, пару ласковых напишите владельцу за то, что у него тачка в таком хорошем состоянии. Пишите свои истории владения подобными машинами. Во-первых, это очень дополняет видео. Я всегда закрепляю такие комментарии, чтобы человек, который хочет больше узнать по поводу машины, в свою очередь, больше узнал по поводу машины. А во-вторых, это тупо способствует продвижению видео. Спасибо тебе большое за просмотр. Буду очень рад твоей подписке и увидимся в следующем видео.